Большущий тебе привет! В этом видео мы выполним все достижения мастер элементов. И для этого нам потребуются подземелья, такие как Сад Сиселии, Забытый каньон. И как ни странно, Витая бездна. Также мы посетим ветряной микшер Анемагипостазис. И не волнуйся, для выполнения всех заданий тебе потребуется стандартная пачка персонажей. Да начнется путешествие. Канал Ватага. Мы за позитив. И начнем мы с самого легкого, а именно Святой бездны. Хоть и звучит это странно, но нас интересует зал 2, уровень 2. Благодаря тому, что там повсюду вода и буст от комнаты дает увеличенную длительность заморозки, здесь проще всего выполнить задание под названием «Остынь», где нам требуется замораживать врага более 10 секунд. Берем Кэя и... можете развлекаться как угодно. Увеличенное время заморозки позволяет регулярно наносить урон элементальным навыкам, а если уж совсем влом, можете использовать взрыв стихии и вообще не париться. Только не переусердствуйте, не убейте врага раньше времени. Следующее задание под названием «Искусство войны», где от нас требуется одолеть 4 врагов с помощью реакции перегрузка за 2 секунды, мы выполним также в бездне, только теперь нам необходимо зал 1, уровень 1. Также нам потребуется Сян Ли с ее отличным навыком, поэтому цепляйте артефакты на мастерство стихии и вперед. По завершению советую нажимать «Отлучиться», чтобы была возможность регулярно загружаться на этот уровень. Очень полезная штука, если вы планируете добить это достижение за раз. Святой бездной можно попрощаться, теперь мы направляемся прямиком в подземелье Сад Сиселии, где мы выполним аж 3 достижения, также абсолютно не напрягаясь, 2 из которых можно выполнить одновременно. Это будут следующие задания. Белый сезон, где нам необходимо заморозить 4 противников за 2 секунды, а также низкая производительность при низких температурах, где наша задача одолеть 4 врагов с помощью реакции Суперпроводник. Поэтому берем Кэя и Лизу, одетую на мастерство стихии, и отправляемся в подземелье, кучкуем слаймов, замораживаем и фигачим электричеством, пока не лопнут. Следующее достижение еще проще. Нам нужна будет уже размявшаяся Лиза и вновь эти же несчастные слаймы. Также кучкуем и кликаем ЛКМ, проще простого. Чего нельзя сказать про последнее достижение, но к нему мы еще вернемся. А сейчас направляемся в Забытый каньон, чтобы выполнить задание «Согревая душу», где необходимо одолеть 4 врагов с помощью реакции Таяние. Поэтому берем Сян Ли, одетую на мастерство, и с помощью ульты разносим криослаймов. Вот бедолаги. А теперь самое интересное. Достижение Земля, Ветер и Огонь, где нужно активировать реакцию рассеивания с крио, гидро, пиро и электроэлементами. Уверен, что многие голову сломали, думая над этим. Но решение, как всегда, на поверхности. Телепортируемся к Анемагипостазису, который будет создавать данную реакцию. Но в этот раз нам необходимо иметь заряженный взрыв стихии как минимум у Лизы и Кэя. В идеале еще и у Сян Ли, но это не обязательно. Что от нас требуется? Нам необходимо, как только он открывается, ультануть в упоре. Сначала Лизой, потому что фонарь этот висит долго. Затем ультануть Кэя. После бросить медведя Сян Ли, если есть ульта, ультануть. А самым последним переключаемся на Барбару и юзаем обычную атаку. Ну вот и все. Осталось нажать только кнопку «Получить», и теперь тебе есть чем похвастаться перед друзьями. И если это видео было для тебя полезным, а возможно и интересным, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующий ролик. Хорошего тебе дня. Пока. Элементов. И для этого нам потребуются подземелья, такие как Сад Сиселии, Долина воспоминаний и как... Сука, не то подземелье назвал.